Приветствую вас на канале «Вкусно на кухне» с Ильей и Еленой. А сегодня мы готовим хлебную закваску. Ведь секрет настоящего вкусного хлеба с хрустящей корочкой именно в ней. И сегодня мы начинаем с самого фундамента. Мы создадим хлебную закваску всего за 1 неделю, а радовать она вас будет годами. Я покажу вам 3 самых важных этапа этого пути, чтобы вы поняли саму суть процесса. Итак, приступим. Сегодня у нас первый день, и нам понадобится тара, в которой мы будем делать нашу закваску. Также нам надо 25 грамм обычной пекарской пшеничной муки. Отправляем ее в тару. Далее возьмем еще 25 грамм, я беру ржаную муку, можно взять пшеничную цельнозерновую муку, или даже если нету, то можно перекрутить сухари и тоже взять 25 грамм. Итак, вторые 25 грамм отправляем в емкость. 50 миллилитров воды чистой комнатной температуры, ни в коем случае не кипяченой. Отправляем. И вместе все это замешиваем. Замешиваем хорошенько, чтобы не было никаких комочков. Перемешиваем все тщательно. Хорошенько собираем, чтобы не было сухой муки на дне. Хорошенько перемешиваем. И у нас должна получиться вот такая вот закваска. Теперь нашу емкость закрываем крышечкой или пластиком. Вот так. И оставляем в комнатной температуре на 1 сутки. На этом наши действия на сегодня закончены. Встретимся с вами завтра. Всем привет! Сегодня у нас второй день роста нашей закваски. Вот она, посмотрите, как она у нас выросла со вчерашнего дня. Сейчас откроем и посмотрим, что же тут происходит. Визуально она, конечно же, выросла. У нее есть пузырьки, она вся пузырится. Вот такая вот она вся пузырчатая. Хорошая, тягучая стала. И на запах нету кислинки, но есть такой какой-то, есть запах брожения. То есть закваска у нас живая, растет. Что мы делаем сегодня? Очень просто. Мы берем еще одну тару, и с вот этого объема мы убираем ровно половину. Так, я посмотрю. Оп. Половину мы берем, потому что закваски на будущий раз мы каждый раз будем добавлять и убавлять, а нам много ее не нужно. Соответственно, только половинку. Ну, еще немножко. Вот у меня половина. К этой половине я добавляю 25 грамм муки и 25 грамм воды, потому что у нас половина. Давайте сначала я водички налью. Теперь муку. Все делается очень просто. Это буквально каждый день по 5 минут максимум, и у нас будет закваска для вкусного домашнего хлеба. Опять хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков, чтобы вся мука разошлась. И опять ее закроем на сутки. В теплом месте. Если у вас дома недостаточно тепло, то поставьте ее в духовку со включенной лампочкой. И тогда закваске будет достаточно тепло. И закрываем. Закрываем. И вот здесь вот есть маленький секретик, для того, чтобы вы визуально видели, как она растет. Мы ставим резиночку, вот тут я покажу,
где не запачканный стакан, я ставлю резиночку ровно на то место, докуда доходит наша закваска сегодня. И так мы сможем увидеть визуально, насколько она у нас выросла. Все, на сегодня наша закваска, наша работа по закваске закончена, и встретимся с вами завтра. Всем привет! И сегодня у нас заключительный этап нашей закваски. Сегодня у нас 4-й день, но мы его будем считать заключительным в плане видео, потому что все остальные дни, то есть 5-й, 6-й и 7-й этапы будут повторяться. Соответственно, каждый повторит это дома. Что мы видим сегодня? У нас 4-й день. Закваска опять хорошо у нас поднялась. Такая вот она. Вот она вся в пузырьках и вся тянется эта заквасочка. И приятный запах. Сейчас мы, как обычно, заберем половину, отделим ровно половину. Вот так. И добавим сюда 25 грамм воды и 25 грамм муки. Хорошенечко перемешиваем. Разбиваем все комочки. И все готово. Опять закрываем крышечкой или пленочкой. И ставим в холодильник. В холодильник мы ставим на завтра. Вы уже теперь самостоятельно завтра и ближайшие 3 дня уже будете сами добавлять точно так же. Убавляем половину и добавляем 25 воды и 25 муки. И на последний 7-й день наша закваска уже будет готова. Как мы ее будем дальше сохранять? Отбираем на последний день, отбираем опять же от общего объема половину, а остаток мы закрываем и ставим уже в холодильник. В холодильнике она может храниться до следующего раза, пока мы будем выпекать хлеб. Скажем, если мы будем выпекать хлеб на завтра или на послезавтра, ничего страшного, она может простоять так 2 недели. Больше 2 недель не рекомендуется, потом желательно ее подкормить, потому что она все-таки живая закваска, и ее нужно будет время от времени подкармливать, если мы хотим ее долго просто сохранять, не испекая хлеб. Но мы будем с вами печь хлеб. Так что проходит у вас, когда еще 3 дня, на 7-й день переходите на наш канал, и у нас будет полное видео, мы вместе будем с вами выпекать хлеб. Так что обязательно заглядывайте к нам и вместе начнем печь. Итак, всем пока-пока!